Эпопея с якобы гуманитарной, якобы помощью Путина востоку Украины войдет в анналы истории. В этой троянской авантюре явно все пошло не по плану. Выдвинувшись 12 августа из подмосковного Наро-Фоминска в направлении Харьковской области, караван из 280 грузовиков выполнил сногсшибательный ход конем, переместившись вначале в Воронеж, а потом на границу Луганской области. По пути следования загадочный конвой снимали с вертолетов, освещали в прямом эфире, так словно в белых КАМАЗах перевозят сверхдрагоценный груз. Интернет-блогеры строили догадки о содержимом автомобилей. Но в итоге помощь Кремля, собранная неизвестно кем и с какой целью, вызвала огромное разочарование. Большая часть грузовиков оказались полупустыми или загруженными на 10%. Объяснение официальной Москвы, как всегда, вызвало умиление своей детской наивностью. Оказывается, КАМАЗы новенькие, необкатанные и во время езды под горку могли поломаться. Как бы там ни было, без тщательной проверки на территорию Украины даже через контролируемый террористами маршрут таинственный груз не пропустили. Уж слишком много шума натворил этот госдеповский интернет. Народу набежало, разные журналисты, чтобы им неповадно было, непонятные иностранцы с красными крестиками на одежде, да еще и украинские пограничники со сканерами. Одним словом, троянский трюк не удался. Ну и ладно, старый проверенный способ как раз пригодился. С ноги, точнее из тяжелой артиллерии, дверь вынесли без особых трудностей. А далее заниматься любимым промыслом, отточенным до совершенства еще в Чечне, Грузии и других слабых точках бывшего Союза. Что это за вилка? А вилка откуда? Это тебе уже какая разница? Где отсюда, говорю тебе? Берите камеру. Мне интересно, откуда вилка? Отходим назад. Ребята, золотая вилка откуда? До первой машины. До первой Золотая машины. вилка откуда у него? До первой машины. До первой машины. Если сперли, хоть спрячься. До первой машины. Не сперли, а взяли под охрану. Вот берут под охрану ковры. Теперь их будут охранять прямо в бронетранспортере. Но приятнее всего было брать под охрану личный автотранспорт. Хозяин, правда, не отдает, но тот, кто собрался поохранять, он с автоматом, видите? Стрельнул и готово. Хозяин сбежал, а машина под охраной. Теперь за нее можно не волноваться. Она в надежных руках. Охранять катера – это задача для полковников и генералов. Рядовые не справятся. Не та квалификация, не по чину. По этому поводу новоназначенный премьер-министр так называемой ДНР некий А. Захарченко взболтнул лишнего, выдав точное количество техники и живой силы, перенаправленной на территорию Украины из России незаконным путем. 150 единиц боевой техники, из них, правда, около 30 танков, все остальное БМП и БТР. 1200 человек личного состава, вот это на сейчас находится, которые проходили обучение в течение 4 месяцев на территории Российской Федерации. Они были сюда пущены в самый ответственный момент. Пресс-секретарь В. Путина Д. Песков попытался опровергнуть эту информацию. Но на фоне нарастающего недоверия к информации, которую озвучивает Кремль, это заявление было воспринято примерно так. Что касается войск, то, как мы знаем, президент Путин получил право парламента России на использование вооруженных сил за пределами нашей страны, в Украине, на Украине. Но президент Путин до сих пор этим правом не воспользовался. В который раз подтвердилась суть той позорной тактики войны, которую РФ использует в отношении соседнего государства.
Подобным образом московская пропаганда открещивалась от вмешательства Кремля в дела Грузии, Молдовы, Азербайджана и других стран. К тому же за время военного конфликта на Донбассе путинские прихлебатели не раз садились в лужу. Не успеют террористы начать обстреливать жилые кварталы, как съемочные группы кремлевских СМИ оказываются тут как тут и уже через пару минут делают прямое включение. Рассказывая об обстрелах мирных жителей якобы украинской армией. Или приедет какой-нибудь кургинян, который вчера обнимался с Путиным, а сегодня уже отчитывается о поставках российского оружия сепаратистам в Донецке. Будем с нетерпением ждать новых изречений провластной российской верхушки в стиле «Я не я и корова не моя». Ведь большинству населения РФ так весело наблюдать за происходящим, как гибнут патриоты Украины и обманутые Кремлем горячие российские головы. Не весело, разве что только тем, для кого Крым наш стал костью поперек горла. Вблизи Керченской переправы люди не только мордобоем занимаются, но уже умирают. Кто от жары, кто от нервного перенапряжения. Проехать-то в русский Крым хочется многим, но вот путь к земле обетованной тернист, и не все его осилят. Но главное, что радуются те, кому не хватает по российскому ТВ развлекательных программ. Теперь ведь в интернет так много всего интересного выливается о происходящем в доме соседа, и в таком объеме, что можно даже не отвлекаться на свою жалкую жизнь. И круглосуточно наслаждаться феерически убийственным шоу под названием «Великая Россия».